самых известных динозавров. Динозавр, которого знают все. Герой множества, если не всех фильмов и передач про динозавров. Легендарный, неповторимый. Сегодня мы лепим тираннозавра Рекс. Или ящер-тиран. Царь королевский. Всем привет! Делаем мы, собственно, не всего динозавра, а его голову. Самую мощную среди всех динозавров хищных, всех племен. А точнее, получается, среди всех хищников, когда-либо живших на планете. Огромный широкий череп создавал невероятную силу хвата, точнее силу укуса, которая в десятки раз сильнее, чем, например, укус крокодила. Итак, создаем необходимую нам форму черепа. Для этого из куска в форме цилиндра делаем основу. Затем накладываем куски пластилина такой формы, чтобы создать необходимую выпуклую часть. Глазницы, скулы, гребень над глазами. Там сейчас по последним данным ученых были такие небольшие, как рожки, такие, ну не рожки, а наросты над глазами и вдоль глаз. Небольшой гребень. Все это разглаживаем. Далее устанавливаем в глазницы глаза. Глаза у него были размером где-то с грейпфрут, небольшие. Глаза закрываем веками, соответственно, тоже разглаживаем, формируем какие-то, может быть, морщинки, что-то такое, складочки. Лепим язык. Устанавливаем язык в нижнюю челюсть. Примеряем ее, как она у нас смотрится. Все ли влезает, все ли ровно. Прорезаем отверстия для зубов и туда их по одному устанавливаем аккуратно. Зубы были мощные, достигали 30 сантиметров в длину и имели и способность отрастать, например, как у акул современных. Очередь шеи. Она была, конечно, довольно сильной, но она не смогла бы выдержать такой здоровый большой череп относительно размера, относительно тела самого динозавра, если бы не ее S-образная форма. Она придавала большую опору, силу, чтобы держать эту мощную голову. Вставляем крепление для нижней челюсти и уже окончательно устанавливаем ее на свое место. Разглаживаем. Формируем складки на шее, рельеф кожи. Устанавливаем жевательные мышцы, нижнюю челюсть.
Теперь формируем рельеф кожи, наросты какие-то, как я уже говорил, над глазами, такие как шипы. Ну, не шипы, я решил сделать более явно, так выделить его, так покрасивее, мне кажется, будут эти наросты, такие как шипами. Разглаживаем, придаем форму опять-таки нужную нам. Делаем рельеф под глазами. Я решил сделать голову в рамке и установить, чтобы была возможность установить ее, например, на стенку, повесить, сделать сзади крепление, углубление для отверстия для какого-то самореза, и можно было вешать на стенку. Дальше создаем рельеф кожи. Кстати, тираннозавры по последним научным открытиям, ну не прям последним, но были найдены маленькие детеныши, которые, скорее всего, имели какое-то оперение или что-то вроде уха какого-то. Вот, но это относилось скорее только к детенышам. В процессе взросления он терял свои перья, пух, и уже приобретал знакомый нам вид такого ящера. Хотя и иногда встречаются и взрослые динозавры, иллюстрации взрослых динозавров с перьями даже, или просто с пушком с большим. Но я решил делать классического без этого пуха. Я думаю, что его тоже, скорее всего, не было. Делаем без пуха. Цвет тираннозавра, как и других многих, не всех, но многих, большинство динозавров, точно не определен. Я выбрал для себя вот такой спокойный цвет, без каких-то ярких красных полос, слишком вызывающих, бывает и так рисуют. Я считаю, что это не совсем правильно для тираннозавра, раз он был хищником или падальщиком, ну и жил, скорее всего, в каких-то в лесной местности. Такой яркий цвет ему не то что не играл на руку, а он бы не выжил, мне кажется. Его бы за 10 километров видели бы другие динозавры. Поэтому сделаем, ну, не черный, но, например, я сделаю такой желтоватый цвет, раз он у нас королевский. Пускай будет такого яркого желтого цвета, как корона. Корона красно-королевский. Ну и потом, если он обитал, возможно, где-то в более пустынных регионах, этот цвет тоже ему должен подходить. А жили они только в Северной Америке, и там пустынь достаточно. Итак, наш королевский тираннозавр готов. Пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я еще слепил, может быть, какого-то динозавра или что-то другое. Подписывайтесь. Всем пока.